Всем привет! А к нам весна пришла. Кто-то из подписчиков писал под видео, когда была метель и боролся с ее последствиями, что скорее всего до Нового года растает. Походу был прав. Ну, еще не весь растаял, хотя скорее всего всю неделю передают плюсовую температуру. Ну, может быть, еще и все поменяется. Все же 2 недели до Нового года осталось. Не, это я с топором не в город ехать собираюсь. Там-то можно вопросы и диалогом порешать. Да и был же недавно. Вроде все необходимое купил, еще не закончилось. Но только что если молока для кошки, хотя ради его одного ехать как-то не хочется, да и перебьется. Ну, вроде не слышала. Поеду в лес за елками. Остановился не из-за рычушки. Там воды вроде совсем немного, да и для моей машины это не преграда. Мое внимание привлекло совсем другое, уже как-то летом показывал. Крупные следы — это отнюдь не собачьи. Всего лишь в 200 метрах от деревни и по направлению оттуда. Вся дорога была перетоптана волчьими следами вдоль и поперек, пока ехал. Походу, где-то неподалеку живет, раз приходит сюда так часто гулять. А я думал, что один в деревне остался. Здесь елки на любой вкус есть и любого размера. Ну вот, чем не красавица. Ну, немного тощеватая, но это скорее всего, что росла не одна, да и в тени своих родителей. Нужно искать на полянке одинокую, та будет поярче, попышнее. Но вот это уже будет поинтересней. Одинокая, красивая, ровненькая. Хотя дальше вон там видно попышнее будет.
Вы что, и вправду подумали, что срублю? Слишком дорогое удовольствие получится, и не такой я уже и дурак транслировать преступления на весь мир. Да и елка мне-то особо не нужна. Вырос я уже с детского возраста. Это им нужно было сказку создавать. Ну а пока своих еще не обзавелся, так и нет для кого. Может быть, в будущем. А лапника нарубил, устроил праздник кроликам. Многие писали, что дают им как витаминную добавку. Вот посмотрю, подойдет ли моим такая закуска. Ну и веточку можно дома поставить для запаха, поностальгировать. Не знаю, будут ли их кролики грызть, но попробую дать. Много не нарубал, чтобы не приелись. Я тут 2 дня планочки для рамок резал. Так надоело, привкус в хвое в горле до сих пор стоит. Ну, практически полкучи перекромсал, но лишь пару откинул досок в сеновал, чтобы не мешались. Там, походу, из елки были, сук на суку ничего не выберешь. Ну, где-нибудь так примощу. Ну как тебе 3D телевизор широким форматом? Прилетают птички? Прогулялся немного в начало деревни. Автолав ко мне туда не доезжает. Дорога не очень. То не чистят, то сейчас он слякоться. Растаяло, не проехать. Так приезжает сюда. Здесь, получается, бабуля еще живет. Все-таки не один я в деревне. Снега было много, насыпало. Сейчас как начал весь таять. Так все похоже на весенний паводок. С этой стороны так вообще он как затопило все. Погода как настоящей весной. Сегодня вообще +5 передают. Не знаю, если моя маленькая рачушка так
разлилась, то что творится, где большие, там может быть стихийное бедствие. Кто-то перед Новым годом в лес приходит за елками, а кто-то за грибами. — 19 декабря, а в лесу много грибов. Ну, а я приехал за грибниками. Собрались мужики играть, помесить. Пол поля уже перекопали, а здесь под горочку никак не получается. Моя советская машина никак не может этого Volkswagen потянуть. Слишком он тяжелый. Походу, вчерашние покатушки без последствий не обошлись. Ну, помимо того, что целый день потратил, испачкался весь, в итоге так результата и не добились. Получается, протянул этого пикапа метров 50, наверное, по этому полю, а так на твердую колею вытащить и не получилось, все время стаскивает его в грязь. Ну, а когда под горку начал тянуть, так там вообще уже моего веса не хватало, и в итоге буксовал. Пришлось вызывать из города спецтехнику. Они еще провозились несколько часов, пока не стемнело. Ну, а у меня, походу, где-то грязь попала или что. Закоротила и проводка загорелась. Хорошо, что масса находится рядом с сиденьем, так сразу отключил. Линию с козой я нашел, потом отсоединил. Но вместе с ней и свет. Нужно будет пройтись по всей линии, посмотреть, где коротит. Но это уже потом. Нужно будет еще найти провода на замену. На покатушке отвлекся, но нужно продолжать делать работу. Планочки сами себя не нарежут. А еще предстоит пиления очень много. Из той половины кучи, что показывал, получилось нарезать только такое количество. Здесь чуть больше 500 штук, а это всего лишь 1/8 от запланированного. Вот такое количество заготовок получается нарезать из 2-3-метровых досок. Очень много отходов получается, уже больше мешка опилок нарезал. Ну, суки сразу вырезаю в дрова и небольшое количество доски откладываю, там где расстояние между суками небольшое, пойдут на боковые планки. Но до них еще не скоро, нужно еще разобраться с верхними и нижними.
Ну вот, еще немного приблизился к намеченной цели. Изначально я резал нижние планки, и помните, в прошлом видео рассказывал, как идеально получается раскрой доски. Из доски выходило 12 планочек и практически совсем без отходов. А потом я подумал, что с верхней планкой так все и не получится хорошо. Делаю ее толщиной в 2 сантиметра, и из 4 сантиметров доски не получится вырезать 2. Будет слишком много уходить в остаток. И тогда решил я сразу делать нижнюю и верхнюю одновременно. И сейчас делаю по такому алгоритму. Из доски вырезаю 2 бруска 53 на 33 мм длиной 47. Пока она широкая, вырезаю под плечики. Удобно вертикально держать, не качается. Затем распускаю пополам. Ну и потом получается нижняя и верхняя планочка. Одинаковой длины и практически без погрешности. Ну, только что получается, что нижних планок я уже до этого наделал. И когда исчерпаю лимит, то придется изменить немного алгоритм. Сначала буду распускать вот так. Потом это пополам и будет 2 верхних планки. Ну а из этого остатка буду делать боковые планочки. Как раз получится 2 145 в магазинную рамку. Ну и немного будет уходить в отходы. Ну, по-другому пока я не вижу, как лучше оптимизировать эти процессы. Изначально, чтобы ускорить процесс, думал сделать торцовку из болгарки. Поставил на нее режущий диск, ну а потом передумал. Так как бок доски он кривой и не всегда получится торцевать под 90 градусов. А эти погрешности начнут выскакивать на следующих операциях, ну и в итоге все планочки будут разной длины. А так я сначала отрезаю досточки на сантиметр длиннее, вырезаю из них бруски, а уже потом торцую на своем станке. И в итоге у меня получаются все планочки идеальной длины. А вот изготовление циклона реально ускорило работу. И теперь намного реже нужно чистить пылесос. Ну, только что минус, что бочка маленькая. И главное не проворонить момент, когда половина наберется. Иначе забивается пылесос. А вот то, что она капроновая, это большой плюс. Было уже пару раз. Здесь забивалось. И бочку просто сплющивало в блин. Ну, а так как она мягкая, ее легко разровнять было. А если бы она была пластиковая или металлическая, то, скорее всего, ее могло и разломать.